Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. На протяжении многих лет становится все очевиднее, что у Тэкука есть привычка постоянно искать физический контакт, каким бы незначительным он ни был. Существует так много моментов, когда создается ощущение, будто их тела словно магниты, которые бессознательно всегда тянутся друг к другу. Я говорю это потому, что большинство этих моментов происходит естественно, без постановки и без намерения что-то показать. В конце концов, я набралась смелости сделать это видео благодаря большому количеству людей, которые просили собрать подобные моменты в одну компиляцию. Обычно это лишь короткие фрагменты из других видео. Однако, осознав, сколько материала у меня уже накопилось, достаточного для довольно длинного видео, я решила, что все это заслуживает отдельного пространства. Честно говоря, возможно, я упустила некоторые моменты, которые не вошли сюда. Забавно то, что каждый раз, когда я захожу в Twitter или TikTok, появляется новый момент, и мне хочется сохранить его на потом. Поэтому, если это видео закончится, а новые моменты продолжат появляться, я, возможно, сделаю вторую часть в качестве своеобразной дани. Я вовсе не преувеличиваю, когда говорю, что Тэкука всегда стараются быть как можно ближе друг к другу при любой возможности. Очень трогательно наблюдать, как они так преданно поддерживают друг друга при любых обстоятельствах. В качестве примера можно вспомнить один из эпизодов Run BTS. В момент, когда участники уже собирались прощаться, Чонгук внезапно подошел к Тэхёну и встал прямо перед ним, будто расстояние между Тэхёном и Джимином было недостаточно маленьким. Он решил подойти еще ближе и опереться на Тэхёна, который в ответ слегка улыбнулся, положил руку на плечо Чонгука и мягко отодвинул его в сторону. Однако на самом деле Тэхён вовсе не оттолкнул его. В итоге мы видим, что они все равно стоят рядом, без какого-либо расстояния, как и остальные. Возможно, это привычка или просто инстинкт, но это далеко не первый раз, когда они ищут подобную близость. Даже когда Тэхён пытается уговорить Чонгука поесть, повисая у него на спине, пока Чонгук ищет ингредиенты для готовки, все это выглядит как совершенно нормальная часть их повседневной жизни. Очень трогательно видеть, как они постоянно ищут подходящий момент, чтобы быть ближе друг к другу, словно для них слишком болезненно держать дистанцию только из-за присутствия камеры. Похожий паттерн наблюдался и на одном из концертов несколько месяцев назад, где присутствовали Хоби, Джимин, Тэхён и Чонгук. Несмотря на то, что вокруг было много свободных мест, эти двое всегда находили способ сидеть рядом. То же самое можно увидеть и во время записи вступительной песни для In the Soup. Хотя в зрительном зале было достаточно свободных кресел, Тэхён сразу же выбрал место рядом с Чонгуком, что явно казалось более комфортным, чем обычное сидение, которое могло бы испачкать его одежду, и, конечно же, не потому, что ему нужна была близость. Работая над этим видео, я начала замечать, что именно Чонгук чаще выступает инициатором поиска Тэхёна. Даже на одной из конференций было видно, что Чонгук оборачивается, чтобы убедиться, что Тэхён рядом. Затем мы видим, как он пытается отойти от Юнги, чтобы встать ближе к Тэхёну, хотя его первая попытка не удалась, но его легкая улыбка и то, как он в итоге смог уговорить Юнги и встать рядом с Тэхёном, выглядело невероятно мило. Даже после этого, когда Юнги снова оказался рядом с Тэхёном, Чонгук попытался еще раз. На этот раз он притянул Тэхёна к себе, чтобы они стояли в центре, обняв его за талию. В итоге Тэхён дал знак Чонгуку остаться рядом, продолжая поглядывать на него боковым зрением, а затем что-то прошептал ему на ухо. Вскоре после этого мы видим, как Чонгук уходит в туалет, а Тэхён следует за ним, что вызвало у меня еще большее любопытство. Это растерянное выражение лица Джимина, который указывал в противоположную сторону. Если этого еще недостаточно, стоит отметить, что остальные участники обычно все же сохраняют определенную дистанцию, несмотря на свою близость. Но Тэкука по какой-то причине остаются единственными, кто совершенно не демонстрирует никакого расстояния, вплоть до того, что Тэхён кладет голову на плечо Чонгука, и они остаются в таком положении довольно долго. Как я упоминала в начале, Тэкука, несмотря на течение времени, продолжают сохранять этот подлинный ритм близости, постоянно вторгаясь в личное пространство друг друга. Это можно увидеть и сейчас. На последнем фесте, несмотря на то, что все сидели на расстоянии, Тэкука выглядели почти прижатыми друг к другу. Их плечи соприкасались, а Тэхён особенно старался приблизиться еще больше, даже слегка приподнимая ногу, чтобы создать контакт. Все это выглядело абсолютно естественно.
Я подчеркиваю это не только из-за моментов прошлого, но и потому, что даже сейчас, когда многие считают подобные вещи незначительными, мы все еще видим, как Текука используют физический контакт, чтобы поддержать и успокоить друг друга. Один из таких примеров — их выступление в Белом доме. Мы знаем, что они нервничали перед конференцией, посвященной расизму и ксенофобии в отношении азиатов, и видим, как они стояли ближе друг к другу, чем обычно. Это был не первый раз, когда они делали это, чтобы дать друг другу уверенность, что они всегда рядом. Один из моментов, который заставил меня одновременно чувствовать неловкость и смеяться, это клип из игры. Сначала мы видим, как Текука отдаляются от остальных, пока объясняются правила. Чунгук, которому кажется уже невыносимо оставаться на месте, тайно пытается уйти, пока все смотрят в камеру. Затем он оказывается в центре внимания, когда Хобби указывает на него, а Намджун тут же преграждает ему путь к другой стороне, срывая его очевидную цель и немедленно отправляя его обратно на место. Это напомнило мне одну из игр Run BTS, где до начала официальной съемки места были аккуратно распределены. Мы видим, как Хобби сидит рядом с Тэхьоном. Инструкций меняться местами не было, и им не разрешалось пересаживаться за кадром, так как расстановка уже была утверждена. Однако, когда запись была выложена на V-Live, расположение мест оказалось совершенно иным. Все это произошло потому, что один человек сам решил, где он хочет сидеть, полностью игнорируя все существующие договоренности. Как я уже говорила, никто не ожидал, что Чунгук почувствует необходимость сидеть рядом с Тэхьоном. Когда Чунгук направился к своей главной цели, Хосик занял его место и в итоге побежал туда, где Чунгук собирался сесть, на другую сторону стола. Я даже подозреваю, что Тэхьон в узко сказал, что не будет говорить с теми, кто не выберет тот же бобовый суп, что и он. Чунгук выбрал его в следующую же секунду, исключительно потому, что хотел быть в одной команде с Тэхьоном и оставаться рядом с ним. Почти то же самое произошло в видео In the Soup, когда Чунгук остановился у стола лишь потому, что увидел, как Тэхьон собирается сесть на другой стороне. Без колебаний он тут же подошел и сел рядом с ним. Как уже говорилось ранее, Чунгук часто жаждет такой близости. Даже в этом видео, когда он посмотрел на Тэхьона и заметил расстояние между ними, он сразу же приблизился. Тэхьон сделал вид, что подстраивает свою позу, и в итоге они снова сидели рядом, как и обычно. Еще один не менее очевидный пример появляется в другом эпизоде Run BTS, когда Чунгук сидит у окна, пока остальные фотографируются вместе, и Тэхьон быстро подходит к нему, не покидая полностью группу. Или когда Тэхьон назудит место чуть подальше от остальных, а Чунгук замечает его издали и тут же встает, чтобы быть рядом с Тэхьоном, отдельно от других. И, конечно же, кто может забыть прямой эфир в день рождения Джина, когда он пригласил остальных участников Бангтана. Когда пришел Тэхьон, Чунгук сразу же его поприветствовал. После разговора и поздравления именинника мы видим характерную для Тэхьона небольшую дистанцию, после чего они берутся за руки. Это было лучшим решением, особенно учитывая, что они держались за руки несколько секунд в самом конце, после того, как Джимин отпустил руку Тэхьона из-за проигрыша в игре. Даже если вбить в Google фразу «пара без дистанции», вы найдете огромное количество видео и фотографий, где Текука, как и многие пары, совершенно не имеют представления о личном пространстве. Для Текука оно попросту не существует. Я говорю это не только из-за количества видео, которые начали появляться после того, как я приступила к этому проекту, но и потому, что даже когда камера не направлена на них, они все равно ищут близости. Несмотря на то, что такая степень близости кажется почти невозможной, Текука всегда находят способ убедиться, что ничто не сможет их разделить. Это по-настоящему поражает меня. Я сделала это видео, чтобы подчеркнуть, что несмотря на то, что многие считают, что Текука отдалились из-за разной активности, Тэхьон с его многочисленными мероприятиями в Париже, Чунгук с коллаборациями и концертами с друзьями, они все равно остаются вместе, что бы ни говорили люди. Без сомнения, тот факт, что они сами проявляют инициативу, даже в виде простого прикосновения к пряди волоса, это способ показать свое присутствие друг для друга. Год за годом проходит, и даже когда люди говорят, что все закончилось, они каким-то образом никогда не перестают быть близкими. Честно говоря, это успокаивает, знать, что даже когда камера не фиксирует их действия, мы все равно можем видеть, что они вместе, незаметно для окружающих. Это делает все происходящее еще более особенным.
потому что Чунгук не соврал, когда сказал, что его отношения с Тэхьоном не для камеры, и никто не может этого отрицать, даже если не хочет признавать. Особенно если вспомнить, что сам Тэхьон однажды сказал, что Чунгук не может жить без него. В обоих случаях мы видим, как Тэхьон проголиво признает, что Чунгук не способен отдалиться от него, и это видео наглядно это подтверждает. Однако, если кто-то только недавно познакомился с этой парой и еще не знает, что на самом деле происходит между Богумом, Тэхьоном и Чунгуком, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. Я с радостью сделаю отдельное видео о теории любовного треугольника Тэхьон-Чунгук-Богум. Мое решение, наконец, сделать это видео родилось из одной простой причины – слишком много запросов. Многие просили собрать воедино эти маленькие моменты, те самые, которые обычно появляются лишь короткими фрагментами в других видео. Но когда я осознала, сколько таких записей уже накопилось, достаточно, чтобы сложился полноценный длинный ролик, стало ясно – все это заслуживает собственного пространства. Честно говоря, я, возможно, все еще упустила некоторые моменты. Ирония в том, что каждый раз, когда я открываю Twitter или TikTok, неизменно появляется новый клип, и моя реакция всегда одна и та же – сохранить на потом. Так что если после выхода этого видео будут продолжать всплывать новые моменты, не удивляйтесь, если однажды появится вторая часть, как форма уважения. Если ввести фразу «пара без дистанции», Тайкук – самое точное ее определение. Для них не существует личного пространства, и, возможно, именно это делает все настолько искренним. Год за годом проходит время, и несмотря на то, что многие говорят, будто все уже закончилось, они никогда по-настоящему не отдалялись друг от друга. Осознание того, что даже тогда, когда камеры этого не фиксируют, они все равно остаются вместе, незаметно для всех, дарит теплое чувство, которое трудно описать словами. Джонгук не лгал, когда говорил, что его отношения с Тэхьоном существуют не ради камеры, и Тэхьон однажды сказал, что Джонгук не может жить без него. Это видео, без сомнения, является тихим подтверждением всего этого. И если среди вас есть те, кто только начинает знакомиться с этой динамикой, или кому любопытно, что же на самом деле происходит между Богомом, Тэхьоном и Джонгуком, оставляйте комментарии. Я с радостью сделаю отдельное видео о теории этого любовного треугольника. В конечном счете, это видео не о том, чтобы что-то доказывать, и уж точно не о том, чтобы придавать смысл каждому прикосновению. Речь лишь о наблюдении за повторяющимся узором, настолько последовательным, настолько естественным, что его сложно игнорировать. Тайкук никогда не старались что-то показать, и именно в этом кроется их искренность. Все происходит между моментами, вне фокуса камер, когда нет необходимости играть роль. Особенным все это делает не то, как часто они стоят рядом, сидят плечом к плечу или касаются друг друга, а то, что все это выглядит как осознанный выбор, даже тогда, когда в этом нет никакой логической необходимости. Когда есть свободное пространство, они все равно выбирают друг друга. Когда можно держать дистанцию, они, наоборот, сближаются. И когда мир словно требует от них быть просто обычными, они все равно находят маленькие способы быть рядом. Для кого-то все это может ничего не значить, просто привычка, просто комфорт. Но для тех, кто действительно наблюдает, в этом есть нечто большее, чем простое совпадение. Есть ритм, есть последовательность, есть доверие, которое медленно росло и затем осталось, без необходимости объяснений. Самое успокоительное во всем этом осознание того, что время их не изменило. Разная деятельность, раздельные графики, далекие города – ничто из этого не стерло тот же самый язык Белла, язык, понятный только им. Короткие прикосновения, маленькие шаги навстречу, быстрые взгляды, чтобы убедиться, что другой все еще рядом. Простые вещи, но повторяющиеся из года в год. И, возможно, в этом и есть суть всего – близость, не зависящая от больших моментов. Не нужны заявления, не нужны признания, потому что самого присутствия уже достаточно. Того, как они ищут друг друга в толпе, того, как они продолжают выбирать стоять вместе, даже когда никто этого не требует. Так имеет ли все это значение? Или это всего лишь совпадения, происходящие слишком часто? Ответ, вероятно, будет разным для каждого, но одно трудно отрицать – Тайкук никогда не переставали идти на одной и той же дистанции, слишком близко, чтобы быть случайностью, и слишком последовательно, чтобы это можно было игнорировать.
Спасибо, что досмотрели до конца. Если вы почувствовали то же самое или заметили другие моменты, которые еще не были упомянуты, оставляйте их в комментариях. И если после этого вы снова увидите тайкук, стоящих без дистанции, не удивляйтесь, если однажды появится вторая часть.